Что будет, если хрустеть пальцами? Или что будет, если щелкать пальцами? Почему хрустят суставы? Знаете? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. А также как лечиться, вылечиться и жить без болезней. И ответить на один для меня очень простой вопрос. Что будет, если хрустеть пальцами? Или иными словами, что будет, если щелкать пальцами? То, что вы видите в интернете на сегодняшний момент, это только вершина айсберга. Основание скрыто от вас. Правду от вас скрывают. Суставы хрустят не у всех. Как избавиться от хруста в суставах? Нужно знать минимально анатомию и физиологию сустава и правильно ими пользоваться. А суставы пальцев рук, они простые. Две косточки соединены суставными поверхностями, покрытыми хрящом. И перебрасываются через сустав мышцы и связки, которые обеспечивают прочность соединения. И когда вам говорят, что избавиться от хруста в суставах вы можете легко и просто. Идите в тренажерный зал, занимайтесь спортом, фитнесом. Несколько лукавят. Потому как если вы сделаете несколько движений в своем суставе, пару раз сустав хрустнул, а дальше хруста нет. Что? Вы крутой тренер, который легко и просто за несколько движений укрепил мышцы, связки. Мышцы теперь стали мощными, рельефными. И сустав перестал хрустеть? Нет. Просто вы дали небольшую нагрузку на свой сустав. И в полости сустава появился самый важный агент. Это внутрисуставная жидкость. Или синовиальная жидкость. Именно она обеспечивает питание сустава и прочное сцепление. Если жидкости много, сустав вы разорвать фактически поверхности, оторвать друг от друга не можете. Соответственно, хруст не появляется. Простой эксперимент. Положите на стол сухое стекло и попробуйте его поднять. Ребенок легко это сделает. А смочите поверхность между столом и стеклом водой. Буквально чайная ложка воды под стекло. Взрослый человек не сможет оторвать поверхность друг от друга. Поднять стекло. Разбить можно, если силы хватит. А поднять нет. Именно это же происходит в ваших суставах. Но если у вас хрустят суставы рук, и сделав несколько несложных движений, вы избавились от хруста в суставах рук. Вопрос, где теперь не хватает синовиальной жидкости? Ведь вы же ничего не сделали для увеличения ее выработки. Поработайте с суставами ног. Возможно, у вас хрустит позвоночник, хрустят колени. И теперь там не хватает синовиальной жидкости. Нужно выполнять упражнения и для этих суставов. И у вас несколько путей. Конечно, вы можете недостаток жидкости перекачивать из одних суставов в другие и целый день заниматься спортом. А можете узнать секреты здоровья или что делать, если у вас есть печень и почки. Одна из самых любимых книг, в которой представлены условия для обеспечения работы печени и почек, от правильной работы которых и зависит питание суставов, ну и заодно очищение вашего организма. Есть еще один путь. Умные немцы придумали интересный продукт. Гель алоэ с хондроитином и глюкозамином. Гель без консервантов. 90% в составе чистый сок алоэ. А хондроитин и глюкозамин это компоненты, которые нужны для питания хряща, для образования вот той самой синовиальной жидкости. Я знаю, почему произведенный в Германии гель алоэ с хондроитином и глюкозамином называется Freedom или пустой дом. Если у вас есть хруст в суставах, как правило, первая стадия артроза у вас уже присутствует. Если появилась боль в суставах, возможно, вы перешли на вторую или третью стадию артроза. Конечно, можно вылечить артроз и на четвертой стадии. Но стоимость такого лечения 10-15 тысяч долларов. Именно столько стоит пересадка сустава. Но первых 3 стадии артроза обратимы. Если вы знаете, как
обеспечить правильное питание своему суставу, а возможно и что делать, если у вас есть печень и почки. Иными словами, меняете несколько свой образ жизни. В этом случае у вас получится вылечить артроз на любой стадии, исключая 4-ю. Бесплатным бонусом вы получаете более правильное питание и для всего вашего организма. Так почему же Freedom? Просто теперь вас не сдерживают ни хруст в суставах, ни боль в суставах. Вы ведете более активный образ жизни. И в доме у вас пусто. Во всяком случае в дневное время. Ваш дом превращается фактически в ночлежку. А дом полная чаша там, где еще не знают, как обеспечить правильное питание для ваших суставов. И не могут либо выйти из дому, боль в суставах сдерживает, либо далеко уйти и часто возвращаются. Но до тех пор, пока не наладят правильное питание для своих суставов, ну и для организма в целом. И ни хруст, ни боль в суставах не будут сдерживать вашу активность. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчикам моих каналов словами: крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на это видео лайк. А я подумаю, какое еще видео на тему здоровья и активного долголетия написать для вас. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко.